Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня будет немного необычный ролик. Посмотрим на будущие медальки в CS2, разберем статистику обновлений после релиза и обсудим слухи о скором появлении нового античита в CS2. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Осталось совсем чуть-чуть до Нового года, а значит самое время испытать удачу на Hell Store, где можно выбить неплохие скины. И на выбор у вас несколько режимов. Это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, новиночка Краш, в котором делаешь ставку, и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Ну а если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, на этой неделе очень сильно начали форсить новость о том, что разработчики готовятся выпустить новый античит. И понятное дело, что сейчас все это находится на уровне слухов. Но как вы сами знаете, некоторые слухи в итоге могут оказаться правдой. Мы лишь с вами стараемся их анализировать и в будущем пытаемся выявить, насколько они могут быть достоверны. Однако владелец ресурса Refrag намекнул на то, что следующий вторник обновление коснется античита. Ранее по той же теме высказался журналист Ричард Льюис о том, что разработчики хотели анонсировать античит еще в трейлерах CS2, но по какой-то причине этого не случилось. И понятное дело, верить или не верить сугубо наше право. Но учитывая, что разработчики действительно хотели продемонстрировать больше контента, чем есть сейчас, полная правда. Так как в одном из моих роликов я указывал на то, что они писали на странице ограниченного бета-теста о будущем контенте. И после релиза, соответственно, они сменили эту надпись, а контента нового мы так и не получили. К тому же все это напоминает шумиху в начале года, когда еще не анонсировали CS2. Тогда тоже начали активно форсить, что вот-вот анонсируют игру. Поэтому, возможно, все это небольшая пиар-кампания перед действительным релизом нового античита. Ну или же просто слух. Поэтому будем следить за ситуацией. Но хотелось, чтобы это оказалось правдой. Ведь статистика банов в последнее время показывает удручающие результаты, а сама игра кишит нечестными игроками. Но давайте поговорим немного о самих обновлениях в новенькой CS2 с момента релиза. На момент записи этого ролика в игре сейчас идет самое долгое расстояние между обновами с момента выхода игры. Составляет оно 9 дней, а учитывая прошлое максимальное количество дней, а это 7, то задержка составляет всего в 3 дня, что, понятное дело, намекает нам на что-то крупное, или же на трудности по фиксу какого-нибудь бага у разработчиков. В любом случае, с момента релиза прошло уже 2 месяца, и за все это время мы получили 34 обновления, включая сам релиз. И абсолютно все они касаются фиксов различных ошибок игры и никакого нового контента. И я, конечно же, отдаю должное разработчикам. Оптимизация игры с тех пор стала действительно намного лучше. Но все прекрасно понимают, что игрок изголодался по новому контенту. Учитывая, что с момента закрытого бета-теста нашлось просто кучу утечек будущих обновлений. Взять, к примеру, будущий пак значков, который я попытался в одном из своих роликов показать в CSGO. И, возможно, кстати, он будет, как и в добрые годы, продаваться конкретно на мажоре. И, возможно, претерпит некоторые изменения. Ведь, насколько вы помните, у нас 3 карты сменили свои значки. И 2 из них вообще кардинально. Это Инферно и Итали. Ну и, разумеется, по традиции я сделал приблизительный вариант этих значков. И выглядят они с учетом нового движка просто отлично. И, скорее всего, почти в таком исполнении появится в игре. В любом же случае, обстановочка в игре продолжает накаляться. И я очень надеюсь, что разработчики уже готовы выпустить хоть какой-то контент, а не фиксы. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!